Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, зрительницы и подписчицы канала. Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Я хочу вас пригласить на мой второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти, канал для женщин. Ссылочку на канал я оставлю в описании под этим видео, а также в всплывающей подсказке. Проходите, подписывайтесь, я буду очень-очень рада. Недавно мне пришла посылочка от интернет-магазина «Мир вышивки», и я хочу вам ее показать. Что мне пришло? Заказ получился небольшой, всего лишь 3 товарных позиции. Досмотрите видео до конца. Я надеюсь, вам пряжа, которую я выбрала, понравится. Также хочу поделиться с вами своим промокодом на скидку 10%. На первый заказ действует промокод до 31 августа включительно. Промокодом могут воспользоваться покупатели, которые еще не оформляли свои заказы в интернет-магазине «Мир вышивки». На всю пряжу из видеообзора, также ссылку на сам интернет-магазин «Мир вышивки» и промокод вы можете посмотреть в описании под этим видео. Заказы доставляются по всей России, и есть 3 метода доставки. Вы можете выбрать наиболее для вас оптимальный. Почта Российской Федерации, курьерская доставка, самовывоз, транспортными компаниями в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и международное отправление. Также более подробную информацию о доставке вы можете посмотреть на сайте интернет-магазина «Мир вышивки». В интернет-магазине «Мир вышивки» я заказала пряжу, которую ни разу еще не заказывала. Это для меня новиночки. Хотела попробовать новую пряжу и также выбрала пряжу не только для вязания крючком, но и спицами. Вот, например, вот эта пряжа от торговой марки Drops. Название пряжи Love U7. Цвет номер 12, нежно-сиреневый. Производитель пряжи Drops. Состав 100% хлопок. Вес одного моточка 50 грамм. Метраж 170 метров. Пряжа предназначена для вязания детских вещей и для взрослых. Тип окрашивания однотонная. Сезонность лето. И страна производства Норвегия. Из этой пряжи, как правило, вяжут детскую одежду, джемпера, игрушки, кардиганы, летнюю одежду, носки, палантины, покрывала, скатерти, салфетки и шапочки. Я всего заказала 7 моточков, но в магазине оказалось только 6. Я думаю, 6 мотков пряжи мне хватит на кофточку с укороченным рукавом, либо 3/4. Если, конечно же, я ее буду вязать спицами. Хочу попробовать повязать узоры спицами и крючком из этой пряжи. Я ее еще из нее ни разу не вязала. И также поделиться своим отзывом о пряже на своем канале. Хочу показать поближе ниточку. С камеры сфокусирует. Пряжа очень мягкая, это нежный хлопок без эффекта мерсеризации. Ниточка состоит из 4 тоненьких ниточек, скрученных между собой. Способ крутки не сильный, средний. При этом нить сама она не расслаивается. То есть будет очень удобно вязать, особенно спицами. Толщина нити получается 340 метров в 100 граммах. Следующая пряжа — это пряжа Estiva от торговой марки производителя Нака. Цвет пряжи 11915. Если честно, то я ожидала получить абсолютно другой цвет.
Заказывала цвет пыльная роза. Судя вот по фотографии на сайте, я ссылочку вам оставлю. Красивый такой грязно-розовый цвет. Цвет пыльной розы. В итоге посмотрите, что я получила. Цвет какой-то грязный персиковый. Девочки, хочу сразу же вас предупредить, что цвет, который вы видите на сайте, очень сильно отличается от цвета самого пряжи, которая вот на самом деле идет у производителя под этим номером. Номер 11915. Цены не буду на пряжу называть. Я оставлю ссылочку на каждый вид пряжи. Вы зайдете по ним и посмотрите. Данный цвет пока отсутствует в интернет-магазине. Но все равно я ссылочку оставлю на пряжу Estiva от Нака. Состав: египетский хлопок 50% и бамбук 50%. В одном мотке 100 грамм пряжи. Метраж 375 метров в 100 граммах. Пряжа идеально подойдет для вязания детских вещей и также вещей для взрослых. Цвет однотонный, сезонность лето, я бы сказала еще весна-осень. Страна-производитель Турция. Из этой пряжи вяжут детскую одежду, также можно сказать джемпер, кофточку, кардиган, летнюю одежду, палантины, шапки. Размер спиц производитель рекомендует 2-3,5, а размер крючка номер 2,5. Пряжа очень нежная, приятная. У нее очень хороший метраж. Получается примерно в 50 граммах 188 метров. Она подойдет для вязания вещей не только спицами, но и крючком. Нить состоит из нескольких тоненьких ниточек. Давайте я вам покажу сразу же. В одной нить сплетено 6 тоненьких ниточек. Скрутка у пряжи практически, я бы сказала, отсутствует. Такая легкая скрутка, еле заметная. То есть, естественно, при вязании она будет расслаиваться, что немножко, наверное, затруднит вязание. Но для крючка, я бы сказала, вот этот способ и метод скрутки идеален, так как вещи получаются нежные, не особо грубые. А вот для спиц, ну, надо будет попробовать, повяжем. Самое главное, чтобы при вязании было комфортно вязать этой нитью, и пряжа красиво ложилась в ажурные узоры и также в плотные узоры. Будем с вами пробовать, будем вязать разные узоры и посмотрим, каким образом вяжется данный вид пряжи. Название пряжи Estiva от Нака. Заказала цвет номер 11915. Всего у меня в заказе 6 моточков. Получается 600 грамм. 600 грамм не должно хватить на кофточку, связанную спицами, ажурным узором на размер 48-50 российский. Еще один вид пряжи. Это пряжа Альпака де Италия. Торговая марка Siam. Цвет номер 10. Я эту пряжу уже протестировала в узорах. Вязали мы с вами вот такой красивый ажурный узор. Я показала 2 способа вязания. Не стала специально распускать образец для того, чтобы вам еще раз показать, если вы еще не видели это видео. Ссылочку на видео я оставлю в всплывающей подсказке, а также в описании под этим видео. И вы можете тоже заказать эту пряжу и связать жакет. Все схемы для вязания жакета я оставила
видео, когда вязала вот этот узор. Проходите по ссылочке, смотрите. Возможно, вам понравится модель, и вы свяжете ее. Смотрите, какая замечательная пряжа. Она прекрасно вяжется крючком, очень легко. Мне очень понравилось. И смотрите, как красиво смотрятся ажурные узоры, и не только ажурные. Будут красиво смотреться, так как нить у пряжи тоненькая, скрутка, очень хорошая скрутка. Она не расслаивается. Подойдет для вязания спицами и идеально для крючка. Я очень люблю вязать крючком и уже заказываю не только пряжу из летней серии, но и уже готовлюсь к осенне-зимнему периоду. Сейчас буду пополнять свои запасы на зимний и осенний период. Состав у пряжи 50% альпака, 50% нейлон. Вес одного моточка 50 грамм. И в одном таком мотке 300 метров. Тип пряжи классическая, тонкая. Тип окрашивания однотонный. И сезонность у этой пряжи на все сезон. Демисезон, зима, весна, осень. Страна производства Италия. Данная пряжа идеально подойдет для вязания джемпера, кофточки, кардиганов, палантинов, жакетов, шали, шапки, носки, варежки. И размер спиц производитель рекомендует номер 2-3, размер крючка номер 3. Я вязала узор крючком номер 2. Это тонкая, шелковистая, слегка пушистая пряжа. Она хорошо ложится в ажурные узоры. Ее можно вязать в одну нить, также в нитью в несколько сложений. Она обладает очень хорошими свойствами, такие как дает тепло вязаным изделиям, легкость. Нейлон придает такой пряже износоустойчивость и прочность. Изделия не скатываются и не сваливаются. Данная пряжа подходит для ручного и машинного вязания. Стирать пряжу можно при температуре 30 градусов, нельзя ее отбеливать, и сушить и выжимать в машине. И также запрещается гладить. Всего я заказала 10 моточков по 50 грамм. У меня получается 500 грамм есть в наличии. Думаю, что мне хватит связать жакет крючком или какой-нибудь джемпер спицами. Тоже будет очень красивый, легкий джемпер, если его связать ажурным узором спицами. Но я люблю вязать крючком. Найду какую-нибудь подходящую модель, может быть, сама придумаю что-нибудь, какой-нибудь авторский проект. И будем с вами вязать у меня на канале. Посмотрите, какой красивый цвет. Очень мне нравится такой цвет. Он неплохо смотрится. Будет смотреться в вязаных изделиях. Цвет номер 10. Название цвета здесь, к сожалению, не указано на сайте. Но, опять же, хочу сказать, что картинка на сайте, представленная картинка, она очень сильно отличается от пряжи, которая вот мне на самом деле пришла. То есть идет несоответствие картинок на сайте с цветом пряжи в реальности. Вот на самом деле, вот посмотрите, цвет номер 10, вот я увидела, называется сирень. Камера его передает правильно, это он будет выглядеть вот так, вот таким образом. Давайте поближе покажу вам пряжу. Немного такая легкая ворсистость имеется, но при этом она
этой пряжи хорошо вязать крючком. Вот такие покупочки я недавно совершила, пополнила свою осенне-весенне-зимнюю коллекцию и запасы пряжи. И буду какие-нибудь придумывать новые проекты, идеи, так как у меня, как всегда, наоборот. Сначала у меня должна появиться пряжа, а потом у меня только зарождаются идеи, чтобы связать из этой пряжи. Надеюсь, вы мой видеообзор досмотрели до конца. Спасибо вам за внимание, что смотрите все мои видео до конца. А я с вами не прощаюсь. Сегодня на моем канале выйдет еще одно видео. Будем вязать крючком очень красивый узор. Простой для ажурной летней нежной кофточки. Не пропустите видео. Сегодня выйдет на моем канале 2 видео. Первое видео это обзор пряжи, второе видео мастер-класс по вязанию крючком. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и заходите ко мне в гости каждый день. Я буду очень рада видеть вас в гостях. И смотрите все мои видео от начала и до конца. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.